Всем привет! В сегодняшнем видео я хотела бы разобрать основные ошибки в самом популярном макияже глаз для нависшего века Smoky Eyes. Это тот макияж, который подойдет для века с возрастными изменениями, для века без складки или с пропадающей нечетко выраженной складки века. Раньше я очень боялась Smoky Eyes, так как не владела техникой, поэтому этот глаз я буду рисовать по классической технике Smoky. А на этой стороне лица я покажу те самые ошибки, которые я совершала раньше. Я обожаю делать подложку из гелевой подводки, но вы можете выбрать либо карандаш, либо тинт. Но почему я люблю подводку? Потому что это очень просто и быстро. Также они очень легко тушуются, а техника Smoky строится именно на идеальной тушевке. Я начинаю с построения нижнего века. Для начала я прокрашиваю слизистую и линию роста ресниц и растушевываю, не боясь опуститься вниз, так как чем шире нижнее веко, тем больше визуально кажется глаз. Я немного вытягиваю кончик, это послужит мне каркасом для красивой формы моего макияжа. В Smoky Eyes важно немного вытянуть форму, чтобы не получить в итоге круглые и маленькие глазки. Далее верхнее веко. Вдоль ресничного контура рисую широкую линию, не боясь сделать ее неровно, так как потом я ее все равно растушую. Растушевываю по подвижному веку до складки. Очень важно интенсивность цвета сконцентрировать у линии роста ресниц, а дальше все должно быть мягко и растушевано. Теперь нужно будет зафиксировать черными тенями подводку гелевую, потому что ее без фиксации тенями носить нежелательно. Она может либо скататься, либо забиться в морщинки. Далее все границы нужно будет смягчить коричневым оттенком. Это будет промежуточный цвет между черным и выходом в кожу. Добавлю его в границу верхнего и нижнего века. Прохожусь по складке века и подтушевываю. Выводим в чуть вытянутую форму. Чем больше промежуточных оттенков у вас будет, тем мягче и плавнее черный уйдет в кожу. То есть, тем чище будет тушевка. В этом макияже я использовала 4 промежуточных оттенка. Еще один обязательный этап – это накладные ресницы. В данном виде макияжа глаз, то есть в ярком Smoky Eyes, просто накрасить тушью реснички будет недостаточно. В уголок глаза и под бровь можно добавить немного свежести в виде хайлайтера или сияющих теней. Стрелка во внутреннем углу глаза нужна для того, чтобы глаза стали визуально длиннее и больше. Итак, один глаз готов, а теперь предлагаю рассмотреть основные ошибки, которые допускаются при построении макияжа Smoky Eyes, которые допускала раньше и я. Чаще всего это выполнение смоки просто одним цветом, без промежуточных оттенков, просто тенями, без подложки. Лично я до того, как стала визажистом, не знала, что Smoky Eyes делается на какой-либо подложке. И на правой стороне от вас в качестве подложки я использовала гелевую подводку, которую сначала растушевала, построила им форму и только потом перекрыла тенями. Когда мы прорисовываем нижнее веко, его лучше прокрасить немного шире, тем самым глаз визуально станет больше. Лично я рисовала себе очень тоненькую линию, думала, что будет эффект панды, если опущу тушевку чуть ниже. Я прокрашивала только ресничный край и слизистую и оставляла все это так. Далее в уголочек глаза и под бровь я добавляла белые матовые тени, и именно с таким выражением лица. Я очень боялась, что тени попадут ко мне в глазик и начнут там чесаться. В те года наращивание ресничек было непопулярным,
а накладные клеить я не умела, поэтому справлялась как-то так, просто тушью во много-много слоев. А вообще получилась какая-то грязь, потому что нет промежуточных оттенков, становится непонятно, где точка интенсива, нет мягкого перехода в кожу, и цвет лег неравномерно. Из-за того, что тени посыпались, получился эффект синяка. А здесь и глазик кажется шире и больше, и с формой все в порядке, и тушевка мягкая, уходящая в кожу, и ничего не осыпалось. Надеюсь, было интересно. Всем пока!